Мои приветствия, дорогой друг! С тобой Андрей Хавратов, создатель проекта Интернет-академии частного инвестирования. Это один из лучших проектов в Рунете, образовательных проектов в Рунете по повышению финансовой грамотности и изучению науки инвестирования. Сегодня первый урок, который называется «Что такое финансовая независимость и в чем отличие от финансовой свободы, а также пути достижения финансовой независимости и свободы». Каждый урок из 8 уроков будет продолжительностью от 7 до 15 минут. И в течение 8 дней тебе нужно понадобится выделить именно столько времени. 7-15 минут. Этого достаточно вполне для того, чтобы поднять твой уровень знаний, финансовых знаний и понять, что такое наука инвестирования. А в 8-м уроке будет сюрприз для тебя. Ну что, приступим к первому уроку. Итак, что такое финансовая независимость и в чем отличие от финансовой свободы? Именно это мы сейчас и будем разбирать. Ответ очень прост. Финансовая независимость — это когда ты имеешь такой капитал, который, разделив на твой месячный расход, ты можешь жить 10 лет и твой уровень жизни не ухудшается. Вот ниже формула финансовой независимости. Доход, разделив на твой расход, ты можешь жить 10 лет и твой уровень жизни не ухудшается. Простой пример. Предположим, твои расходы составляют $1000 в месяц. Умножаем эту цифру на 12 месяцев, получаем сколько? 12 тысяч в год. Затем умножаем на 10 лет, получаем цифру $120 тысяч. Так вот, если у тебя есть $120 тысяч, ты можешь считать себя финансово независимым человеком. А что же такое финансовая свобода? Финансовая свобода — это когда ты имеешь доход от капитала и, разделив на твой месячный расход, ты можешь жить 30 лет и твой уровень жизни не ухудшается. Вот тебе формула финансовой свободы. Доход, разделив на расход, ты можешь жить 10 лет и более. И в принципе это и есть цель и мечта пенсионеров, которые накапливают себе пенсию. Пример очень простой. Твои $120 тысяч дают тебе 10% в год. Это $1000 в месяц. То есть $12 тысяч в год. Если ты, предположим, разместишь $120 тысяч по 30% в год, ты будешь получать $336 тысяч. Это $3000 в месяц. Что ты можешь сделать? Ты можешь улучшить и увеличить свой уровень жизни, подняться и тратить уже $1500 или $2000 в месяц. И $1000 реинвестировать, увеличивать свой, скажем, финансовый портфель. В 8 правиле мы будем говорить: всегда увеличивай свои активы и для чего это необходимо сделать. Вот в таком случае ты являешься финансово свободным человеком. Надеюсь, вы поняли, в чем различие финансовой свободы от финансовой независимости. И практически каждый человек стремится быть финансово свободным человеком. Но чтобы стать финансово независимым человеком, финансово свободным, необходимо определить сначала, в каком финансовом потоке ты сегодня находишься, и понять, в какой поток ты стремишься. Итак, есть 3 вида финансовых потоков. Первый — финансовый поток бедных. Второй — финансовый поток среднего класса. Третий — финансовые потоки богатых людей. Сам определи, в каком финансовом потоке ты находишься. Сейчас мы рассмотрим каждый из этих финансовых потоков. Финансовый поток у бедных идет следующим образом. Сколько пришло, столько ушло. Доход, разделив на расход, осталось 0. Деньги пришли, деньги ушли и ничего не накопил. О таких людях говорят: в пассивах как в шелках. Люди, живущие по этому принципу, всегда говорят, что им не хватает денег. Это закономерно. Самый интересный момент: когда я был молодым, мне было 18 лет, я считал, что чем больше я буду зарабатывать денег, тем быстрее я стану финансово независимым. И ты знаешь, я определил однажды, что в 22 года, заработав кругленькую хорошую сумму, $100 тысяч за 9 месяцев, за последующие 6 месяцев у меня осталось $5000. Я был очень расстроен, тогда я понял, что не всегда высокий заработок дает тебе финансовую независимость. И в чем сам, скажем, прикол? Прикол состоит в том, что ты заработал $100, $100 потратил. Ты $200 заработал, $200 потратил. Ты 5000 заработал, 5000 потратил. В 90-х годах, среди 90-х, у меня были знакомые, которые зарабатывали $50 тысяч в месяц, $50 тысяч тратили. Как ты думаешь, дорогой мой, они находятся в этом потоке? То есть нет разницы, сколько ты зарабатываешь. Есть разница, как ты потом распоряжаешься своими деньгами. Если ты заработал и столько же потратил, и денег еще не хватает, этот человек находится в финансовом потоке бедного класса. А что же такое финансовый поток среднего класса?
Обычно такие люди имеют высокооплачиваемую работу, социальное обеспечение от работодателя. Они способны оплачивать кредиты за машину, за квартиру. Его потоки идут следующим образом. Деньги пришли, идут в статью расходов, распределяются в пассив. В пассиве они распределяются на траты ежедневные и на обязательства. То есть они покупают в кредит жилье, машины, гараж, яхты, мотоциклы. И считают, что все нормально. И в принципе они правы, они говорят. И вся экономическая политика мира гласила о том, что необходимо брать кредит. И если тебе помнится, если ты очень молод и не помнишь, мы мечтали, что мы придем к такому же капитализму, как в Америке. Когда молодежь сможет покупать себе жилье в кредит на 30 лет. И будет все здорово. Но на самом деле это финансовое рабство. Американцы говорят, все, попал в мышеловку. И вся экономическая политика, мировая финансовая экономическая политика заключена в том, чтобы людей свести в экономическое рабство. Делать из них экономических рабов, финансовых рабов, чтобы они зависели от банковской системы. Почему? Да потому что как только доход прекращается у этого среднего класса, все, он остается с обязательствами, мышеловка закрылась, он не может оплачивать, банк у него все забирает, жилье, машину, он остается просто на улице. Много пассивов, никаких активов, и так пока не потерял работу. Потеряв работу, все, он несчастный человек, он приходит в финансовый поток бедных, и потом вообще финансовый поток нищего человека. Давай рассмотрим, что такое финансовый поток богатого человека. Чем больше активов, тем больше доход. Чем больше доход, тем больше активов. Если говорить о среднем классе, они, покупая в кредит жилье, думают, что они купили активы. Но на самом деле, мой дорогой друг, они купили обязательства. Посмотри, почему богатые все время богатеют, а средний класс борется с кредитами, а бедные еще больше беднеют. Одна причина состоит только в том, что люди, живущие в потоке, финансовом потоке богатого человека, они создают активы. И сейчас ты узнаешь от меня самый главный секрет. Как ты уже завтра, послезавтра можешь перейти в этот поток финансово богатого человека. Это не означает, что ты должен зарабатывать много денег. Это означает, что ты должен правильно распоряжаться средствами для того, чтобы попасть в поток богатого человека. Посмотри, богатый человека есть активы и пассивы. Из дохода он часть денег тратит. Естественно, у него и в кредиты особняк, и машины, катера, и яхты, и дорогая техника. И наверняка они пользуются кредитами для того, чтобы вкладывать в бизнес. Но они создают активы, облигации, акции, депозит, недвижимость, финансовые портфели. Они становятся совладельцами каких-либо предприятий. И они имеют долевое участие еще в некоторых проектах. А так как активы дают доходы, вот тебе получается как замкнутый цикл в природе. Как круговорот в природе. Помнишь, по природоведению в 4 классе или в 3 мы изучали, что почему происходит дождь? Идет сначала испарение, жара, образуются тучи, а потом тучи дают нам дождь. То же самое у богатого человека. Он создает активы, актив потом дает ему все больше и больше доход. И пойми, что богатые люди, чем отличаются богатые от бедного человека? В том, что богатые работают на активы, а бедные работают на деньги. В том, что богатые занимаются самообразованием, а бедные получают дипломы. И разница лишь только в способе мышления. В том, чтобы захотеть поместить богатство в голове, а затем оно оттуда перетечет в карман. Разница в том, что богатые занимаются самообразованием, а бедные получают дипломы. Разница в том, что бедные работают, я уже говорил, на деньги, богатые на активы. Разница в состоянии духа. И ты задашь вопрос, как я завтра, послезавтра могу перейти уже в поток богатых людей? Ты знаешь, если человек зарабатывает $1000 тратит, он где находится? В потоке бедного человека. Если человек зарабатывает $10 000 и тратит $9000, создавая пассивы, и у него есть квартира, машина, катера, он находится в потоке среднего класса. Но если он еще 1000 начнет откладывать каждый месяц, то есть 10% со всех своих доходов в активы и наращивать активы, он с каждым разом все больше и больше будет создавать активы, а так как активы будут давать доход, он находится уже в потоке богатых людей. Если у тебя даже $1000 доход, и ты, предположим, $300 тратишь, $300 у тебя какие-то существуют обязательства, а $300 ты можешь инвестировать уже в активы, создавать активы, ты уже находишься в потоке богатого человека.
Хочешь жить как богатый человек? Если да, тогда тебе необходимо стать на путь финансовой независимости и свободы. И что необходимо? Первое. Изучить, что такое активы и пассивы. Второе. Осознать 5 заповедей частного инвестора. Пусть тебя не пугает, что называется 5 заповедей. Заповедь это тоже правило, но правило можно нарушить. А заповедь, она уже не нарушается. Именно поэтому она становится для тебя заповедью. Вот как только ты осознаешь эти 5 правил, и ты скажешь, что никогда ты не будешь нарушать это правило, ты будешь использовать и идти по этому правилам, они для тебя станут 5 заповедей частного инвестора. Именно поэтому нужно осознать. И третье. Создать еще один источник дохода. И об этом мы будем говорить завтра на следующем уроке. Я очень рад был с тобой пообщаться эти несколько минут. До встречи завтра на втором уроке в такое же время. С тобой был Андрей Хавратов, автор и создатель лучшего образовательного проекта «Финансовое развитие». Пока-пока!